Во-первых, я бы хотел показать вам мой сад. Ну что, теперь я хороший садовод. Вьетнамская репа. Жук ест клубник. Сейчас мы заходим на нашу кухню. Такая вьетнамская раковина. Это мой зал. А также, конечно, играем в настольные игры. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. И сегодня я расскажу вам и покажу вам мой новый дом. Не забудьте включить субтитры, да, CC, там по-русски, по-английски или на других языках, которые вам больше понятны. Ну что, вы готовы? Поехали! Если вы смотрите мой канал уже не первый раз, то вы знаете, что я делал уже одно видео про мой другой дом. И если вы его еще не смотрели, я рекомендую вам его тоже посмотреть. Ссылка будет вот здесь. Потому что сегодня я буду часто отсылаться к этому видео. Да, я буду говорить о том, что у меня было тогда, что у меня есть сейчас. Во-первых, я бы хотел показать вам мой сад. В прошлый раз, когда я показывал мой сад, он был очень маленький, и я говорил, что я плохой садовод. Но посмотрите сейчас! Большой сад! Ну что, теперь я хороший садовод? Нет, я все еще плохой и ленивый садовод. Но сейчас я живу вместе с папой и мамой моей жены, и они отличные садоводы. Поэтому у нас сейчас есть большой сад, и мы выращиваем много овощей и даже ягод. Я покажу вам. Здесь у нас растет салат, а также это какая-то вьетнамская репа. Вы знаете, репа или репка, да, это такой у нас, как сказать, такой овощ, корнеплод. Вот. И я на самом деле сделал видео про репку. Вы тоже можете ее посмотреть вот здесь. Потом это русская сказка, как дед и бабка, они тянули репку, но вытянуть не могли. Здесь у нас растут перцы. Это перец. Я очень люблю перцы. Это какая-то смесь болгарского перца с чили перцем. Я не знаю, какой-то вид перца, но мне он очень нравится. Он острый, но не сильно острый. Да. Обычно он бывает красный, но когда он красный, там уже есть маленькие червячки, к сожалению. Но такой уже можно есть, и там нет никого. Это вьетнамские кабачки. Я не знаю, как это называется. Тоже, по-моему, по-другому называется как луфа по-английски. По-русски точно не знаю. Но из этого можно сделать хорошее такое жаркое с арахисом. Очень вкусно получается. А посмотрите на эти красивые маленькие гирляндочки. Да? Я не знаю, что это такое, но мне очень нравится этот овощ. Тоже очень вкусный. Хорошо его приготовить. Можно потушить вместе с морковкой. А тут кто у нас? Маленький Ки. Привет, Ки. Ну что ты расскажешь им? Что сегодня нового? Что интересного? Все, грязно. Не прыгай на меня. Так, вот, смотрим дальше. Вообще, я думаю, что нужно записать отдельное видео про сад, потому что наш сад очень большой, и здесь можно много всего рассказывать. Но хотел показать вам нашу беседку. Это беседка.
Здесь очень любит проводить время мой тесть. Да, сегодня вы будете слышать часто слово «тесть» и «теща». Тесть – это папа моей жены, а теща – мама моей жены. Так вот, мой тесть очень любит проводить здесь время. Да, он обычно любит здесь курить. Да, он курит. Также пить чай и встречать гостей. Да, потому что дома у нас курить нельзя. А здесь можно. Я не часто сижу в этой беседке, но иногда я сюда тоже захожу. Кроме того, у нас есть очень классные два дерева бонсай. Да? Я не знаю, бонсай это или нет, но мне очень нравится, что здесь есть такой, как камень, да? Вот камень, и есть вода, как типа озеро, и здесь есть маленькие статуи. Например, здесь сидят Конфуций и Лао Цзи, я думаю, и играют в китайские шахматы. Вот. Здесь много разных мудрецов. Тут есть вот Бодхисаттва, Матрея, будущий Будда. Вот. Есть мальчик, который играет на флейте, сидя на буйволе. Вот. Вообще очень классные. Конечно, мы не сами выращивали эти деревья, они здесь уже были, когда мы сюда приехали. Но мое любимое дерево это розмарин. В Хойяне, где я раньше жил, вырастить такое большое розмариновое дерево очень трудно, потому что там жаркий и влажный климат. А здесь это идеальный климат. Здесь не жарко, не холодно, и розмарин просто растет на ура. Он очень крепкий, очень сильный и очень ароматный. У нас есть много цветов, разных, много интересных и непонятных растений, названия которых я ничего о них не знаю. Может быть, потом я сделаю видео вместе с моей мамой. Кто мяу? Мяу. Мяу. Ой. А здесь у нас наша кошка Фифи. Фифи, иди сюда. Она стесняется. Здесь у нас, по идее, должно быть много орхидей, но мы не эксперты по выращиванию орхидей, поэтому я не знаю, как сделать, чтобы они все росли. Я думаю, что у нас только там 1 или 2 орхидеи цветут, да? Цветут значит, что у них есть цветы. Но у этих орхидей нет цветов, но они живые. Это самое главное. Также посмотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть клубничка. Проблема здесь с клубникой, потому что у нас нет так много солнца, и часто здесь есть много маленьких жуков. Видите, вот жук ест клубнику. Ну, кушай на здоровье. И поэтому мы не успеваем ее собирать, и она очень быстро портится. Вот. Но ничего страшного. Я на самом деле как бы люблю клубнику, конечно, но мне просто видеть, что она растет, приятно. А если буду есть я или жуки, меня это уже не сильно беспокоит. Также у нас есть здесь папайя. Вот там дерево с папайей, вы видите. На самом деле, раньше было очень много фруктов, и мы за это лето съели, наверное, ну, не знаю, папайй 10, наверное, много. Вот, но сейчас их уже мало, они заканчиваются, но из них, из зеленых папайй, можно приготовить тоже классный вьетнамский салат с папайей. Мне он очень и очень нравится. Ну что, пойдемте смотреть, что же у нас там внутри дома. А это для всех олдов, которые смотрели мое старое видео. Возможно, они помнят эту стойку для фруктов. И здесь у меня есть помидоры, авокадо. Кстати, вот этот уже созрел, надо будет его кушать. Эти два еще не созрели. Есть один из моих самых любимых фруктов. Это я называю, я не знаю, как это, sour soap по-английски называется, гуанабана, мне кажется, по-русски люди говорят. Да, здесь их много. Также у нас есть, вот, мы вырастили наш кабачок. Какой он красивый, смотрите. И есть морковка, есть один батат, лучок, картошка. Тоже есть кокос. Да, такой странный набор всего подряд. Эту вещь мы используем, чтобы сушить на ней одежду. Здесь есть вешалки, и мы вешаем одежду вот так,
и ее сушим. Так как мы живем в Далате, здесь очень много дождя, поэтому часто приходится эту сушилку вывозить, выкатывать на этих роликах, да, у нее есть ролики, видите, там и тут, и потом обратно закатывать, потому что может быть солнце, значит мы выкатываем ее, а потом снова дождь, и мы ее сюда под эту крышу закатываем. Вот так. Так, сейчас мы зашли сюда через, так сказать, черный вход, то есть не официальный вход, но эта комната, она не очень красивая. Видите, тут лежит много разного барахла, разные коробки. Здесь находится наш фильтр для воды. Вот. И здесь находится моя любимая ванна, которую я принимаю. Сейчас, в последнее время, я не принимаю ванну, потому что раньше я принимал ванну в Хояне. Там было очень и очень жарко, и я принимал ванну со льдом. Но здесь комфортная температура, и мне принимать ее совершенно не надо. Здесь мы обычно моем, точнее, моя жена, честно говоря, моет тарелки для кошек и собак. Раньше я говорил, что мои кошки и собаки, кошки нет, но собаки были веганы, но мы все-таки решили кормить их мясом, хоть нам это и не нравится. Поэтому мы разделяем посуду для собак, где мы моем здесь, да, и здесь у нас есть отдельная такая вьетнамская раковина, я бы сказал. Вот, здесь мы храним чистую посуду для кошек и собак. Вот. И у нас даже есть мясорубка. Да, кормим их мясом. Ну что поделать, зверье. Вот, сейчас мы заходим в наш дом, и мы попадаем в такой, я не знаю, как это сказать, эту комнату, это как коридор. Да? Здесь мы вешаем нашу верхнюю одежду, да, наши куртки. Так как мы живем в Далате, здесь часто бывает холодно, и нам довольно часто приходится одевать куртки или кофты и тому подобное. Здесь также я храню мои обычно рюкзаки. Здесь у нас есть стиральная машина. Она не такая хорошая, как была в старом доме, но тоже неплохая. В этом доме у нас есть 2 туалета, и они разделены. То есть здесь у нас отдельно туалет, здесь одна раковина и зеркало. Здесь у нас находится ванна. То есть ванна и туалет разделены. Я думаю, это очень классно, потому что когда у тебя много людей живет в доме, кто-то хочет в туалет, кто-то хочет почистить зубы, принять душ, и все это можно делать одновременно. Вот мне нужно попить немножко воды, потому что, когда я много говорю, мой рот очень быстро пересыхает. Здесь у нас находится холодильник для кошек и собак. Тут мы держим мясо. Да? У нас есть другой холодильник для людей. Вот этот. То есть сейчас мы заходим на нашу кухню, и этот холодильник, здесь нет мяса, может быть, иногда чуть-чуть в морозилке. Что у меня находится внутри холодильника и тому подобное, может быть, я сделаю другое видео. Давайте смотреть, что у меня есть здесь на кухне. Как обычно, есть кухонные шкафы. Здесь есть чистая посуда, которая может сушиться, потому что здесь внизу есть как щели, и вода может капать вниз. Мне очень нравится эта система, то есть помыл посуду в раковине и потом поставил ее сюда, и все вниз стекает. Очень удобно. Не нужно сначала сушить, потом убирать. Можно все сделать вот так. Да, у нас здесь есть много стаканов, да, много чашек разных. Тарелок мало. Вы знаете, во вьетнамском доме, как правило, много чашек, но на тарелках люди редко едят. Здесь находится плита. На плите мы обычно готовим еду. Мы жарим, мы варим, мы тушим. Конечно же, также у нас есть ножи, и у нас есть
рисоварка. Куда уж без рисоварки во вьетнамском доме. То есть всегда должна быть рисоварка. Разные соусы, масла, разные приправы, арахисовое масло, которое я делаю сам. Чайник, блендер, вы помните, если видели мое старое видео, лучший друг вегана, как я сказал. И, конечно же, наша печка. Вот. У нас есть эта классная печка. Она может запекать, а также она может использовать режим пара. То есть можно в ней готовить, как в пароварке. Здесь у нас хранится рис. В этом шкафу у нас есть 3 отделения. Первое отделение – это витамины и лекарства. Здесь у нас разные вкусняшки, чаи и тому подобное. А здесь просто дополнительные тарелки, дополнительные стаканы. Да, все, что не помещается. Вот. Я извиняюсь, сегодня я часто буду смотреть на камеру. Мой взгляд будет меняться отсюда сюда, отсюда сюда, потому что это новая камера, и я еще не привык куда смотреть. Но я не могу показывать вам все, что хранится во всех моих шкафах. Я думаю, на это видео будет 1 час. Поэтому пойдемте дальше смотреть, что у нас есть. Мы идем по коридору. Это комната, где живут мои тесть и теща. Вот. Они живут здесь, на 1-м этаже, чтобы им не нужно было подниматься вверх и вниз. Рядом с кухней. Это мой зал или гостиная. В моем зале есть самая главная вещь в нашем доме – это стол. Этот стол я специально заказал перед тем, как уехать из Хойяна. Дело в том, что мы всегда ходили в нашу любимую кофейню и играли там в настольные игры. И нам очень нравился их большой красивый стол. Поэтому мы попросили их сделать для нас новый стол. Вот. И они сделали специально для нас. Здесь есть резьба. В общем, я очень люблю этот стол, и мы даже забрали их скамейки. Вот. Это наш обеденный и игровой стол. Здесь мы обычно сидим, обедаем, смотрим фильмы на наших ноутбуках, а также, конечно, играем в настольные игры. Это место, где мы храним разные вещи, но, как вы видите, я поставил сюда мои настолочки, которые, мне кажется, неплохо выглядят на... Я даже не знаю, что это в этом шкафу. Что это такое? Честно, без понятия. Очень многие вещи я вот в таких домашних делах даже не знаю ни на каком языке. Просто вот красивая штука. Вот. И здесь у нас хранятся настольные игры, хранятся там книжки. Недавно мы с женой начали заниматься новым хобби. Мы разукрашиваем. У нас есть разные альбомы, и здесь у нас есть разные маркеры, да, и этими маркерами мы все разукрашиваем. Как ни странно, у нас есть телевизор, но он не работает. То есть, может быть, его можно починить, но дело в том, что мы не знаем, как долго мы будем жить в этом доме. Тут есть некоторые трудности с хозяином дома, но, надеюсь, все разрешится, и мы будем жить здесь дольше, и мы сможем, так сказать, инвестировать в этот дом. Да, но это был не наш телевизор, поэтому мы ничего не делали. Здесь у нас все-таки есть красивые орхидеи, да, и эти орхидеи, они цветут. Мне нравится, здесь есть белый цвет, желтый и вот такой алый. И эти такой в крапинку, мы говорим, крапинку. Вот это просто... Я не знаю, как это называется. Это такая китайская, вьетнамская тема. Здесь есть лошади, цветы и часы. Мы их выключили, но выглядят они немного кринжово, но мы решили оставить это ради прикола. На самом деле здесь, вы видите, есть система караоке. Вот, если мы сюда откроем, там можно увидеть, вот она, вся система. Но мы не поем никогда караоке, и, боже упаси, нет, мы не хотим это делать. Потому что тогда будут страдать все соседи. Но это любимое хобби многих вьетнамцев. На самом деле у нас еще нет дивана. Как вы видите, есть только вот такой маленький столик. И здесь есть маленькая подушка. То есть иногда мы можем поставить наш ноутбук вот сюда, вот так. И сидеть здесь и смотреть.
на ноутбуке, не на телевизоре. Сейчас мы поднимаемся с вами на второй этаж. Вот, у нас есть здесь лестница, я поднимаюсь по лестнице. Здесь у нас есть два окошка, и из этого окошка любят смотреть кошки. Да? Вы видите? Вот. И здесь также сидит один маленький динозавр, или дракончик динозавр, и он тоже любит смотреть из окошка. Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть на втором этаже. Итак, на втором этаже, во-первых, у нас есть здесь алтарь, как и в том предыдущем доме, я говорил, у нас есть алтарь, мы буддисты, но там показывать я вам ничего не буду. Здесь же у нас есть балкон, и давайте выйдем на балкончик, посмотрим, каково это. Мне кажется, неплохой вид открывается с балкона, но мы пока сюда еще не купили ничего, чтобы здесь сидеть, отдыхать. Проблема, что наш дом находится недалеко от большой дороги, и иногда бывает шумно. Поэтому я здесь не часто бываю. Но потом я хочу в будущем купить несколько столов и стульев, чтобы можно было сидеть и смотреть на закат. Потому что закат обычно вот там. Так, хорошо, заходим обратно в дом. Здесь я покажу вам быстренько комнату. Это спальная комната моей жены. Она здесь спит. Как вы, возможно, помните, я тоже говорил в прошлом видео, что мы спим иногда в одной комнате, иногда в двух комнатах. Вот. И здесь она любит спать, потому что она любит спать вместе с кошками. И вы видите, там одна кошка прячется. Вот здесь она прячется. Она меня не любит, поэтому она всегда прячется где-нибудь. Вот, хоба, спряталась под одеялом. Я не люблю спать с кошками, не люблю, когда они спят на мне. Вообще я люблю кошек, но люблю спать без них. Поэтому я сплю в другой комнате, которую я вам скоро еще покажу. В каждой спальне что есть самое главное? Есть кровать, подушки, одеяло, шкаф, где хранится одежда, да? Вот. Ну и тут разные штуки. Покажу вам мою спальню, где я сплю. Прежде чем мы зайдем в спальню, хотел бы обратить ваше внимание на вот это. Видите? Это такое дополнительное окно, которое есть в этом доме у каждой двери. И дело в том, что можно держать дверь закрытой, но открыв это окно, все равно проходит воздух, и в комнате очень свежо. И я очень люблю эту функцию. Есть много вещей, которые мне не нравятся в этом доме. Не буду говорить о негативных вещах, может быть, скажу, но мне очень нравится эта вещь, потому что я люблю, что комната закрыта, кошки не заходят, но в комнате свежо. Это моя спальня, где я обычно сплю. В принципе, она такая же, как и спальня, где спит моя жена, а также в этой спальне спят гости, которые к нам приезжают. Сейчас я стою у окна, и там дорога большая, и часто слышно звуки мотоциклов, звуки машин, которые, конечно, мне не очень нравятся, но что поделать. Не существует идеальных мест, правда? Вот. А у меня в комнате нет ничего особенного, тоже кровать, подушки. Да, здесь лежит моя обувь, мои адидасы. Я использую эти адидасы только в особых случаях, на какие-то вечеринки, поэтому я храню их здесь. Здесь пакет с подарком для моего друга. Он, скорее всего, не будет смотреть это видео, потому что он русский. Вот. Здесь у меня шкаф. Вот. В шкафу у меня висит чистая одежда. Вот. И в этом шкафу я, как правило, храню одежду, которую я уже один раз надел, но она еще не грязная, но не чистая. Вот там внизу лежат разные шорты и штаны. Здесь у меня хранятся книги, которые я сейчас читаю. Сейчас я читаю Толкина «Сильмариллион». Вот. И, конечно, как настоящий задрот, я не могу просто читать «Сильмариллион». Мне нужно понимать, что происходит. Поэтому, когда я читаю книгу, у меня должна быть карта
я должен видеть, куда они идут, что они делают. А также в героях Толкина очень много персонажей, поэтому я распечатал для себя семейное древо всех и вся. Тут есть все люди, вот так, да, все люди, все эльфы, все боги, да, я знаю, у меня проблема. А эта маленькая машинка, она чистит воздух. На самом деле ее нужно уже поменять, потому что здесь заканчивается фильтр. Вот. Но так как у меня слабые легкие, то это мне немножко помогает держать комнату еще чище. Здесь у нас коридор такой, да, на втором этаже. Зеркало. Вот, оно зеркало. Привет, 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 привет. Вот, я себя вижу. Привет. Здесь у нас еще есть одна комната, в которой нет ничего. Мы думали, что это будет комната для кошек, но, конечно же, комната для кошек – это комната, где спит моя жена, потому что кошки всегда спят с ней. Поэтому здесь у нас такая мини-хранилище. Здесь какие-то вещи, которые нам нужны или будут нужны потом. Вот, мы просто держим их здесь. Это второй этаж, где находится уже наш туалет, куда мы обычно ходим. Внизу обычно ходят родители. Здесь у нас есть раковина, также кран, мыло, жидкое мыло, унитаз. Да? Запомните, туалет – комната, унитаз – вот эта штука унитаз. Вот. И здесь находится ванная. Да? Но ванны у нас нет, есть душевая. Можно сказать, есть душ, да, тоже там есть окно, зеркало, раковина, кран, мыло, дезодоранты, зубная щетка, зубная паста. И здесь висят полотенца. Ну и, так сказать, the last but not the least, говоря моим русским языком, это мой офис. Опять же, отсылаясь к старому видео про мой предыдущий дом, если вы видели, я показывал там, как выглядел мой стол, на котором я работал, как выглядел мой компьютер. Вот. И вы можете видеть, как у меня выглядит сейчас рабочий стол. Что есть у меня в моей комнате? Здесь есть монитор, есть клавиатура, там компьютер, да? Есть микрофон, свет, стол. Стол, у которого можно настраивать высоту, да, то есть если я нажимаю на кнопочку, высота у стола меняется, он поднимается, вот. И когда он поднимается, то я могу работать и стоять, потому что часто я не люблю сидеть, когда я работаю, я люблю стоять. Здесь также у меня есть вот эти штуки, они не для красоты, они для того, чтобы звук был здесь не так много эха. Хотя оно есть, конечно, но уже намного меньше, чем было раньше, потому что комната небольшая. Вот. Есть наша картина с моей женой, вентилятор. Да, то есть, несмотря на то, что здесь довольно хороший и приятный климат, здесь не жарко, но я горячий парень, сибирский, поэтому даже здесь иногда мне жарко, и я включаю этот вентилятор. Здесь тоже есть красивая лампа, которую я купил в том же кафе. И гитара, на которой я играю с разной периодичностью. Иногда вот приходят месяца, когда я играю каждый день, а иногда, как сейчас, я не брал ее в руки уже, наверное, 1 месяц. Я рассказываю вам об этом не чтобы похвастаться, а чтобы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех людей, которые помогли мне оказаться там, где я есть. То есть поблагодарить всех моих патронов на Патреоне, а также всех людей, кто покупал мне кофе на кофе. Потому что именно на кофе мы собирали деньги на покупку вот оборудования, на этот стол, который я очень люблю, да, который может подниматься вверх и вниз, как я хотел. Да, монитор, который мне помог купить мой хороший студент и друг Миша. Вот.
и микрофон, свет, то есть все это благодаря вам, друзья. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, вы всегда можете меня поддержать на этих платформах, ссылки будут там. Поэтому, да, просто хочу сказать спасибо вам большое, друзья. Я думаю, что без вас я бы не мог достигнуть всего того, что я смог достигнуть. Поэтому спасибо еще раз. Отдельное спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Майкл и Брюс Ли. Благодарю вас. Скажите, насколько быстро я говорил в этом видео по шкале от 1 до 10? Я знаю. Я, как всегда, хочу говорить медленно, но начинаю говорить медленно, а потом ускоряюсь. Это моя проблема. Желаю вам всего хорошего, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. И до скорого. Пока-пока.